Всем привет! С вами снова Антон на канале Специи по вкусу. Сегодня я вам покажу, как сделать супер шоколадный торт. В этом рецепте за 3 шага вы получите сочный шоколадный корж, который можно использовать в других тортах. Вы научитесь делать невероятно вкусный крем с микроскопическими кусочками шоколада, которые тают во рту, а не в руках. И вы узнаете, как сделать зеркальную шоколадную глазурь, которую можно использовать на торт, или на пирожное, или на конфеты, или просто ложкой в рот, если так хочется. Любите шоколад? Вы можете это сделать. Давайте я вам покажу как. Первым делом сделаем супер шоколадные коржи. Сначала сухие ингредиенты. 200 граммов муки, 4 грамма соды, 1 грамм разрыхлителя и 2 грамма соли. Слегка все перемешиваем и добавим 60 граммов какао. Еще раз все перемешиваем и сейчас миксер в студию. Одеваем венчик и в чашку миксера кладем 2 яйца, 250 граммов сахара, ванили по вкусу, у меня получилась столовая ложка, и крутим на средней скорости 5 минут. Все это же можно сделать или ручным миксером, или даже совсем вручную, если кому подвига хочется. 5 минут спустя яйца загустеют и побелеют. Вот так приблизительно, как текучие ленты. Высыпаем в миксер половину сухой смеси и немного перемешиваем, чтобы цвет стал однородный. Теперь туда же остаток сухих ингредиентов. И 160 граммов майонеза. Можно тоже сделать на масле, но с майонезом получается не такой жирный корж. Напоследок туда же в миксер 200 мл воды и крутим на средней скорости до однородности, чтобы комков не было. Где-то вот так. Теперь кондитерскую бумагу на форму. Закрываем, отрываем все лишнее. Это чисто эстетический момент, можете бумагу оставить, как хотите. Главное, чтобы внутри была бумага и форма, чтобы не протекала. Сделаем 2 коржика. Выливаем половину смеси в форму и ставим в духовку на 160 градусов Цельсия или 325 Фаренгейта на 15 минут. Проверьте корж, и если за 15 минут ваша духовка его не допечет, то добавьте еще минуту-другую. Коржи в духовке, а теперь вторая часть, будем делать крем. Для крема нальем в чашу миксера 350 мл жирных сливок, у меня как всегда 35%, но берите не меньше 30%, иначе они не взобьются. И взбиваем сливки на быстрой скорости до мягких пиков. Вот приблизительно таких, чтобы не совсем твердый крем был. Шоколад можно расплавить в микроволновке, но я ими не пользуюсь. И тем более следующим шагом нам нужна будет водяная баня по-любому, так что 250 граммов горького шоколада ставлю на водяную баню, пока он полностью не растает. Шоколад ставим в сторону остывать, а на ту же водяную баню поставим новую посудину и в нее насыпем 100 граммов сахара и добавим 6 яиц. Поменяем посуду, так как эта стеклянная категорически отказалась нагреваться, и венчиком активно все перемешиваем, чтобы не получился омлет. Если есть небольшая зернистость, ничего страшного. Как только яйца стали заметно густеть, переливаем их в миксер и крутим на самой большой скорости 7 минут. Пока они не превратятся вот в такой крем. Для любителей точности яйца загустеют при температуре 83,8 градусов Цельсия. Вот такие получаются варено взбитые типа яйца. Добавляем в них наш теплый шоколад, он должен остыть до терпимой температуры, но не затвердеть. Туда же вываливаем половину взбитых сливок и будем все активно перемешивать лопаткой, пока крем не станет однородного цвета. Теперь добавляем остатки сливок в крем и хорошо все перемешиваем. Крем готов. И коржи уже тоже готовы.
Достаем их из формы и обрежем им края. Тут очень удобно, если у вас есть два шаблона, но я обычно обрезаю на глаз, типа 6 или 8-угольником. Видите, корж с одной стороны матовый, а с другой блестящий. Блестящая сторона ко всему липнет, так что нижний корж блестящей стороной вверх, ровно по центру формы, чтобы по краям можно было кремом все заполнить. Заполняем все кремом и наверх на корж тоже хороший слой крема, сантиметра 2 так точно. Это все можно сделать ложкой, но мне просто с пакетом удобнее. Если хотите полную красоту и ровные слои на разрезе, то не кладите обрезки внутрь, я их обычно кладу в этот слой, чтобы расхода продукта не было. Равномерно их распределяем и закрываем вторым коржом. Теперь тщательно и аккуратно заполняем все пустые места в форме кремом. Не сильно придавите корж, чтобы средний слой крема смешался с обрезками и заодно выйдет лишний воздух. Сверху на торт кладем еще один слой крема. Оставим немного крема на всякий случай. И берем какую-нибудь длинную ровную поверхность, типа вот этого ножа, и начинаем равнять наш торт. Здесь это очень важный момент, так как от того, как ровно вы тут поравняете, будет зависеть красота конечного продукта. Все должно быть супер гладко и ровно. Теперь ставим торт в морозильник минимум на 4-5 часов. Если центр упал, добавляем крема и равняем еще раз. Идеально, если торт постоит в морозильнике сутки. Торт постоял в морозильнике около суток, и вот что получилось. Он совсем не просел, поэтому лишний крем нам здесь больше не понадобится. Намажьте его на батон к чаю, очень вкусно получится. А теперь давайте сделаем глазурь. Сразу на плиту в кастрюлю наливаем 200 мл воды, 150 мл сливок, я использую те же 35%, но тут уже не очень важно, и 220 граммов сахара. Помешиваем и доводим смесь до кипения. Как только закипело, добавляем 75 граммов какао, и если вы используете желатин, то его надо было предварительно замочить, и сейчас его можно тоже вкинуть. Варим глазурь на самой низкой температуре 7-10 минут, чтобы она немного загустела. Не забываем постоянно помешивать, так как какао сразу же пригорит. Готово или нет, проверяем вот так. Чайную ложку глазури на тарелку, проводим пальцем, и если берега держит, значит готово. Я вот добавлю агар-агар вместо желатина. Ставим глазурь в сторону, чтобы она немного остыла, и тем временем руками или мокрым теплым полотенцем нагреем форму. Я обычно грею, пока на ней не будет больше иния. Если она хорошо нагрета, торт должен сам отойти без трещин. Вот так. Остатками крема залатаем небольшие неровности по краям. И с помощью пары лопаток снимаем торт с формы и ставим прямо вот так вот на лопатки. Старайтесь торт руками не трогать, он по консистенции как очень твердое замерзшее мороженое и мгновенно растает в ваших руках. В глазури по-любому будут комки, так что можно ее или блендером разбить, или как я через сито. Естественно, если сделать больше глазури, то оформить это можно по-другому. Например, сделать черную шайбу или включайте воображение.
я обрежу особо длинные капли глазури и переставлю торт на сервировочную тарелку. Замороженный торт, закрытый в пакет, простоит в холодильнике пару месяцев. Но в такой форме в холодильнике дня 2, и потом он теряет блеск. Ну, вкус, конечно, никуда не пропадет. Я ничего лучше не придумал, чем посыпать сверху крошками молочного шоколада. Надеюсь, у вас фантазии будет побольше. Разрезаем торт горячим ножом. Получилось красиво, и я уверен, что будет очень-очень вкусно. Также в торт можно добавлять всякие наполнители, все, что вам нравится кушать с шоколадом. Клубнику, орехи. Очень вкусно получается с апельсином. Если у вас есть какие-то вопросы, обязательно пишите комментарии к видео. Я все комментарии читаю, стараюсь практически всем отвечать. И если вам нравится то, что я делаю, подписывайтесь на канал. Кнопка вон там вот. Поддерживайте, я ценю каждую подписку. На сегодня все, увидимся в следующий раз. Всем пока.